Вот уже 3,5 года в самом центре Европы идет война, самая масштабная и кровопролитная со времен Второй мировой войны. Российское полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся в феврале 2022 стало крупнейшей и смертоноснейшей войной в Европе со времен Второй мировой. За эти годы боевые действия унесли уже более миллиона жизней военных и десятки тысяч жизней мирных жителей. А миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома, вызвав крупнейший миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой. Города лежат в руинах, каждый день фиксируются новые военные преступления оккупантов. Масштаб насилия и разрушений действительно сопоставим с трагедиями середины 20 века. Однако, в отличие от прошлого века, сегодня агрессор не Германия, а путинская Россия. И, как ни горько это осознавать, европейская безопасность снова висит на волоске. А я рад приветствовать всех вас на канале «Утилизатор реальности». Мы тут не стесняемся говорить неудобные вещи и критиковать тех, кто не привык слышать критику. А еще мы здесь разбираем ложь, утилизируем вбросы, пропаганду и другой подобный хлам. Ну и в целом стараемся смотреть на вещи объективно и трезво. Так что, если тебе близки наши взгляды, усаживайся поудобней. Сегодняшний выпуск обещает быть жестким. Поехали! Все здравомыслящие политики уже понимают, кремлевский режим пошел по стопам нацистов, и аппетиты Владимира Путина невозможно утолить уступками. Эту историческую параллель четко провел президент Литвы Гитанас Науседа, напомнив о трагических уроках Мюнхена 1938 года. Как Судетская область не удовлетворила Гитлера, так и Украина не удовлетворит Путина. Ни страны Балтии, ни Польша его тоже не удовлетворят. Ни одно европейское государство сейчас не в безопасности. Россия не остановится, ее можно только остановить. Другими словами, попытки умиротворения агрессора сегодня столь же бесполезны и опасны, как и 85 лет назад. Вместо мира они лишь раззадорят его аппетит. Причины такого сходства тоже очевидны. Путин, как и Гитлер, загнал сам себя в ловушку тотальной войны. Риторика про неонацистов в Киеве и Великую империю зашла настолько далеко, что отступать диктатору уже некуда. Война раскручена до такой степени, что у Кремля нет иного выхода, кроме как воевать до победного конца. Иначе весь режим рухнет. И аналогии с Гитлером здесь вовсе не риторическое преувеличение. Режим Путина открыто фашистский по своей идеологии и методам террора. Он бросил в топку войны сотни тысяч своих граждан, тратит треть бюджета на вооружение и развернул экономику на милитаристские рельсы. Например, российский ВПК увеличил выпуск танков с 40 единиц в месяц в конце 2022 до 130 танков в месяц к лету 2024 года. Бешеные темпы, сравнимые с эпохой Второй мировой. Так что иллюзий быть не должно. Если Путина не остановить в Украине, он пойдет дальше. История нас учит, что диктаторы воспринимают уступки как приглашение к новым завоеваниям. Чемберлен в 1938 махал бумажкой мира с Гитлером, а в 1939 началась мировая война. Сегодня любые сделки за счет Украины грозят тем же. Не случайно даже самые осторожные лидеры вроде Эммануэля Макрона признают, что на кону стоит безопасность всей Европы. Французский президент прямо заявил, исход войны в Украине определит будущее европейской безопасности. А президент Литвы Науседа добавляет, никто в Европе не может чувствовать себя в безопасности, пока российский империализм не разбит. Украина сегодня – это фактически форпост Европы, принявший на себя удар восточного агрессора. Пока украинцы ценой невероятных жертв сдерживают орду Путина, страны НАТО избегают прямого столкновения с Россией. Можно с уверенностью сказать, что Украина спасает Европу от большой войны. Если бы, не дай бог, произошел аншлюс Украины по сценарию 1938 года, то уже сегодня, вероятно, шла бы война на территории самой НАТО, в Польше, в странах Балтии, а то и по всему континенту. Об этом открыто предупреждают лидеры восточноевропейских стран. Например, в Польше, Чехии и странах Балтии прекрасно понимают, если Украина падет, следующими в очереди будем мы. Не случайно эти государства – самые активные сторонники Киева. Они на собственной шкуре ощущают. Украинские воины сейчас буквально закрывают собой дверь, за которой притаился враг, готовый ринуться дальше. Да, российская армия понесла колоссальные потери и показала множество слабостей за годы войны. Но если Кремлю удастся поглотить Украину, его военный потенциал только возрастет.
Москва получит в свое распоряжение огромные ресурсы, миллионы новых рекрутов, насильно мобилизованных украинцев на оккупированных землях, украинскую промышленность, сельское хозяйство и стратегическое положение для наступления на Запад. Аналитики Atlantic Council прямо говорят, поражение Украины поставит Европу на колени перед Путиным. Российские войска выйдут прямо к границам НАТО, окрыленные победой и лучше вооруженные, чем до войны. Дальше дело времени. Путин никогда не скрывал своих имперских амбиций и ненависти к самому факту независимости Украины. С первых дней правления он мечтал вернуть исторические земли, а не выйдет политикой, так войной. Так что ставка в этой битве проста. Либо украинцы останавливают русского медведя сейчас, либо потом его придется останавливать уже самим европейцам, но ценой куда более страшной. И вот на этом фоне встают неудобные вопросы к поведению самой Европы. Если Украина действительно сражается за общее будущее, почему поддержка Европы до сих пор столь ограничена и запоздала? Неужели кто-то в Берлине или Париже до конца не верит, что кто-то из них следующий? Справедливости ради, нужно признать, Запад не бросил Украину и оказывает помощь с первых дней вторжения. Без поставок западного оружия и боеприпасов Украина не смогла бы выстоять против превосходящих сил врага. Но, спросим честно, разве этого достаточно, чтобы переломить ход войны? К сожалению, пока объем и темпы помощи явно несопоставимы с тем, что бросает в бой Россия. Противник мобилизовал все ресурсы, перевел экономику на военные рельсы и штампует танки, ракеты и снаряды в 3 смены. А что в это время делает Европа? Да, десятки стран передали Украине тысячи единиц техники. Но зачастую, чтобы выбить каждое новое вооружение, требуются долгие месяцы переговоров. Например, вся эпопея с поставкой танков «Леопард-2» тянулась больше полугода. Берлин очень неохотно соглашался разморозить свои танки для Украины. В итоге было решено отправить лишь символическую партию. Первые 18 «Леопардов» прибыли весной 2023 года. И это при том, что у самой Германии на вооружении было всего около 340 танков, против многих тысяч у России. Немецкий бундесвер после Холодной войны буквально обезоружился, сократив танковый парк до 8% от уровня 1992 года. Подобная ситуация и у многих других стран НАТО. За 30 лет они расслабились, урезали армии и склады. Теперь же внезапно оказалось, что отправлять Украине особо нечего, да и самим обороняться нечем. Руководство европейского ВПК признает, склады боеприпасов и оружия опустели. Арсеналы на континенте недостаточны, чтобы покрыть украинские потребности и одновременно поддерживать собственную обороноспособность. Глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Папергер прямо заявил, у европейцев и украинцев ничего не осталось на складах. Боеприпасы и техника расходуются с ужасающей скоростью, а промышленность Европы не успевает восполнить запасы. Союзники спохватились слишком поздно. Только весной 2023 года ЕС одумался и пообещал срочно произвести для Украины 1 миллион артиллерийских снарядов. Но даже это обещание провалилось по срокам. Необходимые снаряды были поставлены с задержкой более чем на полгода от намеченного. Фактически миллионный снаряд приехал лишь к концу 2024 года, хотя обещали уложиться за 12 месяцев. А ведь все это время украинская армия испытывала острый снарядный голод. Получается парадокс. Чтобы не спровоцировать Россию и не обнажить собственную оборону, Европа выдает помощь минимальными порциями, но тем самым только затягивает войну. В Кремле видят нерешительность Запада и делают ставку, что там рано или поздно устанут помогать Киеву. Нынешние темпы поставок действительно не позволяют Украине переломить ситуацию быстро. Вместо этого конфликт превращается в позиционную долгую бойню, которая истощает всех. И это играет на руку Москве. Нельзя не задаться вопросом, неужели трудно было сразу, с первого дня, завалить Украину оружием и техников в необходимом количестве? Ведь объективно, у НАТО ресурсов несравнимо больше, чем у России. Совокупный военный бюджет Альянса превышает российский в разы. Общая экономика западных стран более чем в 20 раз больше российской, напомнил Науседа. То есть, если бы было политическое решение, НАТО могла бы одномоментно закрыть украинское небо системами ПВО, передать сотни танков и самолетов, тысячи орудий. И тогда эту войну можно было бы выиграть куда быстрее, спасши тысячи жизней.
Однако ничего этого сделано не было. Почему? Формально западные лидеры опасались эскалации. Мол, слишком мощная поддержка спровоцирует Путина на ответ вплоть до ядерного удара. Но реальность показывает обратное. Именно медленная, вялая помощь и полумеры разжигают аппетит агрессора. Пока Запад осторожничал, Москва лишь расширяла свои цели. Сначала она надеялась на слабость реакции, не вышло. Потом пугала красными линиями, но всякий раз эти линии отодвигались. В итоге НАТО все-таки дает Украине и тяжелые танки, и дальнобойные ракеты. И никакой ядерной войны не случилось. Блеф Путина раз за разом оставался блефом. Получается горький урок. Чем решительнее Запад действовал, тем меньше рисковал. И наоборот. Нерешительность только оттягивает неизбежное и делает цену победы выше. Почему же тогда европейские правительства продолжают действовать так робко? Тут мы подходим к еще одной неприятной правде. Нынешние лидеры крупнейших стран явно не дотягивают до масштабов исторического момента. Они ведут себя скорее как клуб престарелых импотентов, которые собираются на свои бюрократические саммиты, трясут кулаками для вида, принимают грозные резолюции, а на деле не способны принять смелые решения. Не хватает харизмы, дерзости и воли Черчилля или Рейгана, которые в критический момент могли сказать «берем на себя ответственность, идем до конца». Вместо этого мы слышим бесконечные оговорки, сомнения, пустые обещания. Западная пресса тоже замечает эту проблему. Журналист немецкой Bild Филипп Пятов после саммита НАТО отметил, что у Альянса есть тысячи танков, самолетов, миллионы солдат и сотни миллиардов бюджета. Не хватает лишь одного – настоящего лидера. Уставший президент Америки, нерешительный канцлер Германии, эгоцентричный президент Франции – это не те, кто способен выполнить задачу века и защитить наш свободный мир, пишет он. По его словам, миру отчаянно нужен новый Черчилль, который понял бы, что политика умиротворения агрессора – путь в пропасть и не побоялся бы взять ответственность. Тот же Уинстон Черчилль в 1930-х годах открыто критиковал коллег, заявляя: «Вам предлагали выбор между войной и бесчестием. Вы выбрали бесчестие и получите войну». Это он обличал тогдашних миротворцев, закрывавших глаза на нацистскую угрозу. Разве сегодняшним европейским лидерам несправедливо адресовать те же слова? Пока что образ коллективного Запада – это старые бюрократы, которые больше боятся сделать лишнее движение, чем допустить ужасные последствия бездействия. Они собираются на бесконечные встречи, выражают глубокую озабоченность, обещают поддерживать Украину сколько потребуется. Но почему-то эта поддержка постоянно запаздывает и урезается. Складывается впечатление, что смелости хватает лишь на громкие речи. Не зря же у нас в народе про таких говорят. На словах ты Лев Толстой, а на деле хуй простой. Особенно ярко эта разница между словами и делом проявляется у отдельных лидеров. Кто громче всех вещал о лидерстве Европы и раздавал обещания Киеву? Давайте вспомним несколько примеров громких обещаний западных лидеров, которые так и не были выполнены на деле. Итак, Эммануэль Макрон, Франция. Весной 2025 года президент Макрон пафосно заявил, что завалит Киев оружием, пообещав новый пакет помощи на 2 миллиарда евро. В него должны были войти противотанковые ракеты «Милан», системы ПВО, ракеты «Мика» для истребителей «Мираж» и переносные ЗРК «Мистрал». Макрон хвастался, что французский ВПК утроил производство. Но где все это? Уже вскоре сам Макрон признал, что возникли проблемы с поставками из-за нехватки оружия на складах. То есть пообещали горы, а на практике задержки и отговорки. Долгожданные французские истребители «Мираж-2000» до сих пор лишь в планах и обучении пилотов, реальных же самолетов Украина к середине 2025 года так и не получила. Олаф Шольц, Германия. В апреле 2022 вместо прямой отправки танков Украине канцлер Шольц придумал схему «Рингтауш» – кольцевой обмен. Союзники отдают Киеву свои старые танки, а Берлин быстро заменяет им потерянную технику из своих запасов. Звучало щедро, но спустя 3 месяца большинство таких сделок так и не воплотились в жизнь. Польша, рассчитывавшая получить новый «Леопард» взамен своих отправленных Т-72, прямо обвинила Берлин в невыполнении обещаний, назвав предложение Шольца чисто пропагандистским ходом. Даже внутри самой Германии союзники по коалиции негодовали из-за этой медлительности. В итоге немцам все же пришлось дать Украине и свои «Леопард», и БМП «Мардер», но после огромного давления и с большим опозданием.
Обещание по ПВО. Летом 2024 на саммите НАТО союзники торжественно пообещали срочно закрыть небо Украины. США, Германия и Румыния должны были предоставить по одному комплексу Patriot, а Италия передать систему SAMP-T. Но прошли месяцы, а эти обещанные батареи так и не прибыли к осени. Источники Bloomberg отмечали, что ряд стран НАТО пока не выполнили свои обязательства по ускорению отправки систем ПВО. И большая часть этих обещаний не будет реализована в срок. В частности, Италия объявила о новом пакете помощи с SAMP-T и бронетехникой, но ракет для SAMP-T Украина от Рима так и не дождалась. В то же время российские ракеты и дроны продолжают ежедневно бомбить украинские города. Список можно продолжать. Были еще саги про немыслимое вооружение от той же Франции, про F-16 от коалиции стран, на которые украинцы ждут уже второй год, про умные бомбы и ракеты большой дальности, которые то дадут, то не дадут. Практически каждый новый вид помощи сначала озвучивается громко, потом месяцами созревает и лишь после огромного международного скандала начинает поступать на фронт. В итоге складывается тревожная картина. Европа тянет резину, словно не до конца понимая, что на кону ее собственная судьба. Политики западных стран все еще больше боятся спровоцировать Россию или ослабить свою армию, чем проиграть эту войну. Они цепляются за свои жалкие 50 танков и 10 самолетов, надеясь, что в случае чего сумеют ими отбиться. Но пора взглянуть правде в глаза. Если Украина падет, то этим танкам хватит воевать от силы пару дней, не больше. Дальше огонь войны перекинется на территорию Европы, и тогда уж точно придется воевать до последнего европейца. Хочется громко крикнуть европейским лидерам: «Эй, проснитесь! Война уже идет сейчас. Она реальна и страшна. Помогите Украине по-настоящему всем, чем можно. Или готовьтесь воевать у себя дома. Другого не дано». Слова о поддержке мало что значат без дел. Нужна решимость, нужна смелость бросить все ресурсы на разгром агрессора. Иначе потом придется бросать их на оборону Варшавы или Вильнюса. Время для полумер прошло. Европа должна наконец найти в себе яйца, чтобы действовать не из страха, а из понимания исторической ответственности. Пора стать тем самым новым Черчиллем, которого требует эпоха. Иначе наша эпоха очень скоро откопает нового Сталина на руинах европейских столиц. А с вами был канал Утилизатор реальности. Друзья, я знаю, что мои видео смотрят в том числе в Вильнюсе и в Варшаве, в Париже и в Риме. А также, наверное, практически в каждой европейской стране есть хотя бы по паре подписчиков. Пожалуйста, не отмораживайтесь от всей этой ситуации. Распространяйте эту идею. Понимание всей ее серьезности должна дойти до широкой общественности. А лучше до лидеров государств. И даже если в вашей телефонной книге нет контактов Макрона и Шольца, вы можете поставить этому ролику лайк или отправить ссылку парочке своих друзей. Таким образом, шаг за шагом, мы донесем это и до лидеров государств. Благодарю за просмотр. До встречи в новых выпусках.